Здравствуйте, меня зовут Троценко Николай, и наша компания занимается проектированием, изготовлением и установкой тормозных систем. Сегодня в гости к нам пожаловал вот этот великолепный автомобиль Rolls-Royce Cullinan. Это верх технической мысли, роскоши и очень красивый автомобиль, на мой взгляд. На данном автомобиле установлена тормозная система с чугунным тормозным диском, имеющий размер 395 мм в диаметре, 36 мм толщиной и четырехпоршневой суппорт. Тормозная система на самом деле для этого автомобиля как минимум маловато. Этот диск устанавливается на BMW 5 серии в комплектации тормозной системы Performance. И мне кажется, что его стоит заменить. Что мы предлагаем? Мы предлагаем установить тормозной диск размером 440 диаметр и 40 мм в толщиной. Эти тормозные диски не боятся высокой температуры, они работают до 600 градусов Цельсия. Для передней оси мы будем использовать тормозной суппорт, имеющий 10 поршней. 10-поршневой суппорт, окрашенный в черный цвет с логотипом Rolls-Royce. Для задней оси мы будем использовать тормозной диск диаметром 410 мм и толщиной 32 мм. Также будет установлен 4-поршневой суппорт компании Brembo. На этом автомобиле очень интересно реализована система стояночного тормоза. Суппорт интегрированный, в нем одновременно исполнительный механизм гидравлической тормозной системы основной и тормозной системы стояночного тормоза. Так как мы хотим отказаться от системы с плавающим суппортом, мы будем использовать второй суппорт. Второй суппорт, это компания Brembo производит, он создан только для работы со стояночным механизмом. Также у нас были спроектированы защитные кожухи, необходимые шайбы, ну и, само собой, кронштейны. Для передней оси мы использовать будем кронштейны стальные, так как здесь достаточно большое расстояние между привалочной плоскостью и осью, проходящей через отверстие крепления суппорта, и в этом месте возникает изгибающий момент. То есть решили изготовить из стали надежнее и жестче конструкции. Для того, чтобы колодка правильно работала с тормозным ротором, необходим суппорт. В тех автомобилях, которые вы видите повседневно на дорогах общего пользования, обычно стоит один поршень, который давит вот ровно таким образом на колодку. В более продвинутых тормозных системах, многопоршневых, 4 поршня, ну вот ровно как на автомобиле сейчас. На автомобилях BMW там M5 F90, AMG сериях, у них установлены 6-поршневые суппорта. Они работают вот таким образом. Но для карбон-керамического ротора важно иметь, есть такое понятие radial depth, это высота радиуса. То есть разница между наружным и внутренним радиусом. И для того, чтобы тормозная колодка в каждой своей точке оказывала удельное давление одинаковое, специалисты из компании Akebona спроектировали и изготовили 10-поршневой суппорт. В 10-поршневом суппорте, ну вот поиграем тут в шашечки, установлены поршни ровно вот таким образом. И поэтому удельное давление колодки на ротор будет более правильным. А сейчас хотел бы поговорить немножко про массу компонентов. Это оригинальный тормозной диск 395 на 36. Он имеет массу 17 килограмм 600 грамм. А теперь то, что мы ставим. Тормозной диск размером 440 мм и толщиной 40 мм. Оцените, как говорится, разницу наглядно. Это при условии, что мы используем нержавеющую сталь марки 12H18N10T для ступичной части. Этот выбор обусловлен тем, что суровые зимы московские разъедают алюминий. Он окисляется. Это сталь вечная. Сейчас я хотел бы вам рассказать про тепловую стойкость тормозной системы. Каждый компонент, будь то роторы, суппорта, тормозная колодка, поршни, пыльники, все они рассчитаны на некую предельную температуру, при которой они могут работать. Если температура будет выше, они начнут разрушаться. На данном автомобиле установлена тормозная система с двухсоставным ротором. Чугунная основная часть, вот она магнитится, и алюминиевая ступичная часть. Крепится она через 18 заклепок. Такой тормозной диск будет работать до 250 градусов, не выше, дальше его покоробит. Карбон-керамическая тормозная система
что ротор, что суппорт, что колодка рассчитаны для работы с температурами до 600 градусов Цельсия. Может быть, кратковременно даже выше. Для того, чтобы тормозной ротор не разрушался, применяют систему с плавающей ступичной частью. В ступичной части выполнены вот таким образом пазы, сюда вставляется бобинс. Он имеет одну степень свободы, то есть может перемещаться. Ваш ротор нагрелся, бобинс вместе с ротором переместился. Ротор остыл, бобинс вместе с ротором переместился. Вот здесь устанавливается вот такая шайба, она фиксируется от проворота, ну и, соответственно, винт. Все, наша сборочка. После демонтажа тормозной системы мы производим монтаж наших компонентов. Проектируем, производим грязезащитные щитки. Это сплав АМГ 2-мм. Красим его полимерной краской, крепим на поворотный кулак и устанавливаем кронштейн. Обратите внимание, как выполнена защита тормозного диска. Она перекрывает его от попадания грязи, воды и всего остального. Для карбон-керамической тормозной системы очень важно иметь минимальное биение торцевое. Поэтому перед установкой мы всегда проверяем ступицу. Ставим индикатор, смотрим. Все в порядке. Перед установкой ступицу необходимо зачистить и обезжирить. Цилиндрическую часть необходимо покрыть смазкой, для того, чтобы коррозия вам не помешала снять в будущем тормозной диск и колесный диск. Итак, мы проверили, ступица у нас в нолях, биения нет, устанавливаем тормозной диск. Карбон-керамическая тормозная система, а именно роторы, очень требовательные к установке. Так как поверхность очень твердая, она не изнашивается, то важно очень точно выставить его. И биение торцевое допускается не более 50 микрон. Мы обязательно проверяем всегда. Тормозная система была в допуске. Ну, вот на данном роторе около 30 микрон. Устанавливаем тормозной суппорт. Итак, всех интересует, что же в этом автомобиле от BMW. Ну, по передней оси мы уже прошлись и рассказали, что передний тормозной диск имеет оригинальный номер BMW, который применяется в комплекте тормозной системы BMW Performance. Для задней оси компания BMW, касаемо Rolls-Royce, кулак выполнила свой, вот эти рычаги свои, а вот два рычага, вот эти вот помеченные бумажками, вот один и вот этот вот рычаг, они применяются на BMW 5 серии. Штатная тормозная система оснащена суппортом компании TRV. Выполнена у нас чугуна, имеет плавающую систему, конструкция с плавающей скобой. Стояночный тормоз интегрирован в основной. Посмотрим, сколько он весит. 8400. Наша задача спроектировать кронштейн, на котором можно разместить отдельно суппорт 4-поршневой компании Brembo. Вот такой. Выполнен из алюминиевого сплава, очень легкий. Сейчас посмотрим, сколько он весит. 3300. Вот ровно таким образом он у нас будет крепиться. А за стояночный тормоз будет отвечать вот такой суппорт компании TRV, который применяется на Lamborghini Huracan и Audi R8. Он выполнен также из алюминиевого сплава и достаточно легкий. Сейчас мы посмотрим, сколько он весит.
2600.